Сейчас я расскажу вам кое-что важное. То, что редко объясняют прямо. Гипнотические состояния– это не мистика. Это просто естественный режим работы вашего мозга. Вы входите в него каждый день, когда залипаете в телефон, когда едете за рулем и вдруг не помните часть дороги, когда лежите перед сном и мысли уходят куда-то вглубь. Все это легкий транс. С точки зрения нейробиологии, в такие моменты в мозге кое-что меняется. Зоны, отвечающие за контроль и критику, снижают активность, а связь с подсознательными процессами усиливается. Проще говоря, внутренний фильтр ослабевает, и мозг становится более пластичным. Это называется нейропластичность. И вот здесь самое главное. Все ваши автоматические реакции, страхи, привычки, телесные зажимы, они формируются не на уровне логики, а именно в этих глубинных состояниях. Вот почему попытка просто думать по-другому так часто не работает. Изменения происходят не там, где мы привыкли искать. Теперь о теле. Психика и тело– это единая система, и то, как работает ваш организм, напрямую зависит от состояния нервной системы. Когда вы в хроническом напряжении, включается симпатическая система, режим «бей или беги». В этом режиме растет кортизол, нарушается восстановление, сбивается гормональный баланс, усиливаются воспалительные процессы. Организм в таком состоянии не лечится, он выживает. Но есть и обратная сторона. Когда вы входите в расслабленное гипнотическое состояние, включается парасимпатическая система, режим восстановления, замедляется пульс, выравнивается дыхание, запускаются процессы регенерации, уровень стресса падает. И вот тут самое важное. Именно в этом состоянии мозг начинает переписывать старые реакции. Теперь о целях. Многие думают, цели достигаются усилием. И это частично верно. Но что, если внутри есть конфликт? Что, если подсознание считает, что ваша цель опасна, или когда-то вы приняли решение лучше не высовываться? Тогда вы будете саботировать себя снова и снова. Не потому, что вы слабые, а потому, что система вас защищает. И вот здесь гипнотическое состояние становится настоящим инструментом. В нем вы можете найти момент, где сформировалось ограничивающее решение, пересмотреть его и дать себе новое разрешение. Не через борьбу, а через перепрограммирование. И вот, что важно понять. Вы не внушаете себе что-то чужое. Вы возвращаете себе доступ к своим же ресурсам, к той части психики, которая умеет адаптироваться, восстанавливаться и создавать новую реальность. Именно поэтому работа в таких состояниях дает быстрые и устойчивые изменения. Потому что вы работаете не с поверхностью, а с корнем. Итак, если коротко. Гипнотическое состояние– это не потеря контроля. Это доступ к более глубокой системе управления собой. Состояние, в котором тело восстанавливается, психика перестраивается и цели начинают реализовываться. Не через напряжение, а через внутреннее согласие.